В настоящее время брейкданс является одним из популярнейших танцевальных направлений. Этот стиль зародился в Соединенных Штатах Америки в середине прошлого века. На 80-е годы пришелся первый пик его популярности в мире. И как раз в этот период он просочился в Советский Союз. Надо сказать, что Союз Советских Социалистических Республик был закрытым государством. Рядовые граждане практически не имели возможности выехать за границу. Иностранные туристы тоже сюда не ломились толпами, поэтому информация о новых культурных веяниях была доступна лишь мизерной части советских граждан, дипломатам, спортсменам и гастролирующим артистам. Именно поэтому сложилась такая ситуация, что танец бедных американских черных кварталов в СССР первыми начали перенимать, в общем-то, мажоры, дети дипломатов, артистов, у которых, во-первых, была дома редчайшая редкость – иностранный видеомагнитофон, во-вторых, родители привезли из-за границы кассету с американским кино или видеоклипами, в которых был брейкданс, и, в-третьих, у этих юных пионеров советского брейкданса были друзья, которые тоже впечатлились и поддержали увлечение этим новым танцем. Учитывая то, что первая информация о танце под названием брейкданс в СССР была взята из художественных фильмов, и переспросить или что-либо уточнить у носителей этой культуры было невозможно, интерпретация этого нового стиля полностью соответствовала видению режиссеров этих самых художественных фильмов. Например, режиссер Джоэл Силберг в 1984 году собрал крутых американских танцоров 80-х, танцующих в стилях локинг, бугалу, паппинг, робот, брейкинг и задействовал их в фильме под названием «Брейкинг». Режиссер Стэн Лэттон в том же году выпустил фильм «Бит Стрит», в котором словом «брейк-данс» были обозначены все танцы, встречающиеся в фильме. Стоит ли говорить, что, обладая этой информацией, новоиспеченные советские брейкеры стали пытаться повторять все увиденные в кино стили? Таким образом, в конце 80-х 20 века в СССР словом «брейк-данс» обозначали не только брейкинг, но и робот, паппинг, кентат, электрик-буги и даже локинг. Более того, советские обыватели под брейкдансом подразумевали в первую очередь робот. По мере популяризации брейкданса в СССР изначально негативная оценка властей сменилась на поддержку. С 1985 года на советском телевидении в музыкальных передачах стали промелькивать движения в стиле робот, волны и даже забежки вокруг рук. Брейкеров стали снимать в советском кино. На школьных огоньках и на дискотеках в пионерских лагерях танец брейк становился все более популярным. С 1986 года, начиная с наиболее продвинутым в этом плане Прибалтики, по всему Советскому Союзу прокатилась волна брейкданс-фестивалей. Чтобы как-то систематизировать стилистическую путаницу, брейкданс поделили на верхний и нижний. Таким образом, на советских брейкданс-фестивалях конца 80-х были представлены разные номинации так называемого верхнего брейкданса. Это робот, электрик-буги, попс или паппинг, кентат и локинг. И нижний брейк, то есть, собственно, брейкинг. Непосредственно перед записью этого видео осенью 2019 года мне удалось опросить более 60 представителей советского брейк-олдскула, то есть тех людей, которые сами участвовали в советских брейкданс-фестивалях. Им было предложено вспомнить наиболее ярких, на их взгляд, танцоров советского брейкданса. Никаких вариантов ответов не предоставлялось, голоса за себя не учитывались. Кто-то из ответивших вспомнил лишь пару имен, а кого-то понесло. В общей сложности было названо более 200 брейкеров из СССР 80-х, но в это видео вошли лишь те, кого назвали 2 и более человек. Для облегчения восприятия этот своеобразный топ танцоров поделен на две части, так называемые верховики и низовики. Начнем с верховиков 80-х. По 2 и более раз олдскульщики в ответах назвали 58 таких танцоров. Итак, устраивайтесь поудобнее. Сейчас вы увидите представителей палеозойской и мезозойской эр, русскоязычного паппинга, локинга, вейвинга, татинга и робота. Советские танцоры, которых назвали в ответах двое их коллег, бывших брейкеров СССР 80-х.
Алексей Козлов – известный в СССР музыкант, руководитель джазового коллектива «Арсенал». Самого Алексея можно отнести скорее к популяризаторам брейкданса, а не к танцорам. Группу «Арсенал» периодически показывали по телевизору. Считается, что именно они в 1985 году впервые продемонстрировали широкой советской телеаудитории эндемичный советский брейкданс. В качестве постановщика танцев в группе «Арсенал» выступал Павел Брюн. Кстати, сын Алексея Козлова, Сергей, тоже проникся стилями робота Electric Boogie. Это клип Александра Кальянова «Карабас-барабас». Он был показан в 1986 году в самой популярной и, в общем-то, единственной регулярной советской музыкальной передаче «Утренняя почта». Сергей Козлов здесь танцует в образе Пьеро. Следующий динозавр Гоша или Гога из тусовки Владимира Преснякова-младшего. Здесь он танцует смесь локинга и всего остального вместе с напарником Сашей Рубиным. Вообще, очень трудно было подобрать под всех названных танцоров в 80-х видео. Видеокамера в то время была большой редкостью. С балахоном, например, брейкерских видео не нашлось. С брейк-динозавром Павлом Пивоваровым тоже, хотя они оба из того же брейкерского мезозоя, что и Гога. А это кубинские студенты Московского транспортного института. Майкл, Хорхе, Эдди, Лосаров в свободное от учебы время вливались в брейк-тусовку в московских кафе «Метелица» и «Молоко». Появлялись на улице Арбат, ездили по фестивалям. Это видео уже наших дней. Хорхе и Майкл передают привет всем олдскульщикам. Бамбиза специализировался на стиле локинг. Это брейкданс-фестиваль 1988 года в белорусском Витебске. Здесь Бамбиза со своим начинающим напарником Марленом. Лорд – суровый питерский локер-робот, точнее ленинградский, поскольку с 1924 года этот город был переименован в Ленинград в честь вождя Великой социалистической революции Владимира Ильича Ленина. И только в 1991 году после распада СССР городу на реке Неве вернули первичное название – Санкт-Петербург. И вот он – лорд из советского Ленинграда. А это Вадим Савенков из первого состава ленинградской команды «Тодес». Вадим танцевал не только робота и Electric Boogie, но и брейкинг, исполнял Power Move. Затем он увлекся пантомимой и театральным перформансом, а сейчас работает волшебником. Вадим Савенков в настоящее время является фокусником-иллюзионистом мирового уровня. Он уже выиграл много мировых магических наград. На YouTube есть его видео, очень советую посмотреть. Едем дальше. Андрей Майоров, мэр. По фестивалям он ездил мало, поэтому не удалось найти с ним видео из 80-х. Уличный танцор, легенда Арбата. В 90-е продолжит традицию танцев на улице, причем не только на Арбате, но и на Манежной площади, практически рядом с Кремлем. В наше время активно участвует в олдскульных вечеринках. Как и бигбой Дед, Владимир Балашов является своеобразной достопримечательностью города Тверь, в советские времена именовавшегося Калинин. Дед вдохновляет новое поколение бигбоев. Он танцует во всех уличных стилях. Во второй части мы его еще вспомним. Из 80-х с ним удалось найти только фото. Дмитрий Савин – еще один верховик из эстонской ССР. Кстати, его команда «Лаборатории импульсов» была очень популярна у брейкеров в 80-х. Шеф – тот самый бессменный фронтмен отечественной олдскульной рэп-группы Bad Balance, которой, кстати, в этом году исполняется 30 лет. До увлечения сложением речитативов Влатвалов был довольно известным попсером или по-современному паппером. Это видео снято неделю назад, шеф до сих пор жжет. Вместе с его донецким другом Моней в 80-е Влад представлял донецкий дуэт «Белые перчатки». Эту пару особенно отметили трое ответивших на опрос олдскульщиков. Также по 3 голоса от пионеров советского брейкданса получили следующие танцоры. Сергей Семенов из знаменитой рижской команды 120/80. Михаил Гунтарев из Нижнего Новгорода, который с 1932 по 90-е годы назывался Горький, в честь советского писателя Максима Горького. Миша Гунтарев, он же Майкл, был танцором, что называется All Styles, выступал в том числе и в стиле брейкинг. Вообще первые советские брейкеры часто пробовали себя во всех возможных уличных стилях. Андрей Топчий из той же команды Good Food.
Это видео снято в Санкт-Петербурге пару лет назад. Из 80-х видео найти с ним не удалось. А это арбатский уличный танцор Дерганый. Видео с ним вообще нет, но его коллеги о нем до сих пор помнят. Еще один уличный арбатский танцор Алексей Универсам. Это видео из 90-х, выступление в баре с его сокомандником Мэром, о котором упоминалось чуть раньше. А это уже наше время. Универсам с Мэром иногда устраивают олдскульные робота-перформансы на улицах Москвы. И вообще Алексей и Андрей всегда поддерживают любую движуху. С огромной радостью представляю вам Екатерину Галкину. Среди брейкеров первой волны было очень мало девушек, но Катя не робела. Обратите внимание, это 89-й год. Здесь она выходит в батле. Следующий, кого вспомнили три ответивших олдскульщика – Вова Братчиков. Это фестиваль 87-го года в Риге, Латвийская ССР. Номинация «Электрик Буги». Вова Братчиков был одним из участников самой крутой советской роботокоманды «Меркурий». «Меркурий» одними из первых в СССР стали профессиональным танцевальным коллективом в этом стиле. Украинская команда «Турбо» чуть позже тоже обрела всесоюзную популярность. В ответах на опрос писали, что все входящие в состав «Турбо» танцоры были очень яркими, поэтому трудно было выделить кого-то одного. Это видео начала 90-х. С первого на территории бывшего СССР телевизионного шоу талантов в передаче «Утренняя звезда». И вновь возвращаемся в палеозойскую эру, к самым первым советским брейкерам. Это кадры из фильма «Диск-жокей». Здесь засветился Олег Барцев. Здесь он же на подтанцовке у Лаймы Вайкули. А это уже 2016 год. Он участвовал во флешмобе Сергея Цакула «Три волны». Кстати, очень советую посмотреть. Ссылка в описании. Тигран из той же первобытной брейкерской тусовки, которая потом постепенно мигрировала в советский шоу-бизнес. Тут он на подтанцовке у популярного певца Владимира Преснякова-младшего. И здесь мы плавно переходим на танцоров, получивших по 4 голоса своих олдскульных коллег. Собственно, сам Владимир Пресняков-младший. Владимир принадлежит к музыкальной династии. Его отец Владимир Пресняков-старший был аранжировщиком, а мать вокалисткой ансамбля «Самоцветы». Это советские звезды 60-х и 70-х. Они активно гастролировали не только по СССР, но и за его пределами. И, конечно, звездные родители привезли своему сыну видеокассеты, популярные на Западе. А Владимир-младший показал эти кассеты своим друзьям. Кстати, Владимир Пресняков-младший в 1985 году стал первым чемпионом по брейкдансу в молоке. Позже у него пошла в гору музыкальная карьера, при этом Владимир сделал свой вклад в популяризацию брейкданса в СССР. Сергей Воронков – первый состав группы «Тодос». На этом видео он демонстрирует стиль локинг. Кстати, в СССР думали, что название этого стиля происходит не от английского слова «лок» – «замок», а от имени скандинавского бога веселья – Локи. Поэтому советские локеры были весьма задорны. Еще один советский локер – Марлен. Это видео 1994 года. Марлен является основателем популярного танцевального коллектива «Стрит-джаз», который, как и Тодос, сейчас выступает на подтанцовке у поп-звезд. На меня ты не сердись, на-на-на-на-на, уходить не торопись, на-на-на-на-на. Очаровательная Валерия Вегес из знаменитой эстонской команды «Лаборатория импульсов» тоже часто выступала в стиле локинг. Коля Иванов из бывшего Ленинграда. На фестивалях участвовал в номинациях «Попс», «Электрик Буги», «Локинг». В общем, был классическим брейкерским верховиком 80-х. Миша Попс, арбатский танцор, славился четкой фиксацией в стиле попс, так называли паппинг. Это видео нашего времени, из 80-х ничего не сохранилось. Кстати, Попс был первым учителем Пинчера, ныне известного как Бугалу Пинчер.
Танцор с похожим именем Пепс из Питера особенно отличался нестандартными движениями. Тоже танцевал на улице. В Ленинграде брейкеры танцевали на улице Невский проспект, а в Москве на улице Арбат. Пепс отметился и там, и там. Это видео с Арбата, 1 апреля 1994 года, открытие уличного сезона. По 5 голосов из 80-х получили первые Big Girls СССР Лена Бодренкова и Аурика Лакси. Как и большинство первых советских брейкеров, они танцевали смесь всех уличных стилей. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Дэн Дубровин тот самый, который танцевал в знаменитом фильме 1986 года «Курьер». А это он же в «Молоке». На самом деле это место называлось «Кафе у фонтана». Оно располагалось рядом с Олимпийской деревней, оставшейся после Олимпийских игр в Москве. Это место было настолько прогрессивным, что для брейкеров там не только был бесплатный вход, но еще и бесплатно давали стакан молока. Поэтому за этим кафе и закрепилось народное название «Молоко». Резиновый танцор из города Горький, он же Нижний Новгород. У него узнаваемый резиновый стиль. В 90-е Роман переехал в Москву, был на подтанцовке у первых московских рэперов группы DMJ. 3 буквы DMJ. А ну-ка, ритм ровней. Своих ладоней не жалей, так хорошо. Потом увлекся экспериментальными танцами. В настоящее время активно участвует в олдскульных вечеринках. 6 олдскульщиков назвали Дмитрия Смирнова или «Солнышко» из Риги. Команда 120/80. Позже он ушел в шоу-бизнес, занялся продюсированием. А этот динозавр советского брейк-данса, дядя Федор. Его назвали в ответах самые первые брейкеры. Если бы его жизнь не оборвалась так рано, в 1988 году, то он бы обязательно запомнился и более поздним танцором, потому что он не мог не запомниться. Ваня Синий был в числе тех, кто регулярно танцевал на улице Арбат в Москве. Вообще с Арбатом очень тесно связана история российского брейкданса. В описании есть ссылка на мой фильм об истории брейкданса на Арбате. Кому интересно, посмотрите. А мы идем дальше. По 7 голосов от олдскульщиков получили Андрей Цаца, еще один робот из фильма «Курьер». Многие танцоры 80-х увлеклись брейкдансом после просмотра именно этого фильма. В 2000-е Андрей Мацевевич стал актером-каскадером. Ежик из команды «Тодос». Надо сказать, что первый состав «Тодоса» был представлен одними из самых ярких брейкеров Ленинграда и был очень уважаем в среде советских уличных танцоров. Позже, когда коллектив попал под влияние Аллы Духовой, коммерциализировался и преобразовался в подтанцовку для звезд эстрады, в сторону Тодоса посыпались многочисленные фии от бывших коллег. В настоящее время многие представители первого золотого состава Тодос занимают тренерские должности в коллективе. А это Роман Гудков, известный советский робот, представитель команды «Железная республика». Это видео с фестиваля 1987 года в Риге. На ребятах костюмы, позаимствованные из киностудии «Мосфильм». Это настоящие костюмы, которые снимались в кино «Война и мир». 8 голосов от брейкеров 80-х получил еще один представитель команды «Тодос» – Андрей Ломаный. Он был очень талантливым роботом. Как и его сокомандник Вадим Савенков, позже увлекся пантомимой. В результате примкнул к очень известному в Питере, да и по всему бывшему СССР, театру клоунской пантомимы «Лицедеи». Кстати, их видео есть на YouTube, посмотрите, не пожалеете. Коля Андреев танцевал в стилях поп, скинтат, робот. Активно мигрировал из команды в команду. В разное время танцевал и в Риге, и в Ленинграде, в том же Тодосе. Даже отметился в команде «Меркурий». Бывший боксер, в какой-то момент даже работал телохранителем. А это Сергей Мендес, один из самых загадочных брейкеров 80-х. Мендес Сергей.
Один из самых авторитетных и, главное дело, справедливых брейкеров Москвы. В 80-е в СССР у простых смертных только начали появляться частные видеокамеры. И поначалу танцоры очень недоверчиво к этому относились, не разрешали себя снимать. Мендес был в этом вопросе наиболее категоричен, поэтому никаких видео с ним не осталось. Говорят, танцевал он очень круто. 9 олдскульщиков назвали тезку Дмитрия Чупрова, одного из первых кентатчиков СССР. Это видео 88 года с фестиваля в Витебске. Здесь тезка со своим напарником Мишей Корневым. А это 2016 год, олдскульная вечеринка «Три волны», празднование 30-летия первого всесоюзного брейкданс-фестиваля. На этой вечеринке был и знаменитый Бугалу Пинчер. Его в ответах назвали 9 советских брейкеров 80-х. Пинчер всегда отличался борзой манерой танца. Он, кстати, бывший боксер. Но все равно ты не получишь от них ничего. В 90-е он активно тусовался с первыми рэп-группами DMJ, Bad Balance, танцевал на улице, сам пробовал свои силы в рэп-музыке. В общем, не выбывал из хип-хоп движения. А в начале 2000-х Пинчер с головой погрузился в изучение истории танца, узнал про бугалу, про фанки-стайл и начал об этом всем рассказывать. В итоге он стал основоположником российского бугалу. Его ученики сейчас в топе. Напомню, данное видео – это мнение исключительно брейкеров 80-х. Вообще в опросе приняли участие более 200 танцоров. Молодое поколение русскоязычных паперов достаточно часто называет Пинчера в ответах. Народный рейтинг современных танцоров выйдет немного позже. Сейчас Пинчер живет в Питере, преподает в своей танцевальной студии Feel the Funk. Периодически проводит фанковые вечеринки. Не пропустите, если будете в Питере. Поехали дальше. 10 голосов от олдскульщиков получили основатель первого роботизированного профессионального танцевального коллектива «Меркурий» Олег Смолин. Коллектив «Меркурий» был настолько крут, что в советских фестивалях они не участвовали. Их приглашали как почетных гостей. А это Ганс, представитель московской команды «Магический круг». Практически во всех брейкерских командах 80-х была смесь низовиков и верховиков. И батлы между командами тоже были смешанные. Ганс представлял верхний брейкданс в команде «Магический круг». Мастера электрик-буги Дэна тоже назвали 10 человек. Он был особенно знаменит своими затяжными волнами и глайдами. Вообще Андрей родом с сурового Урала, но потом переехал в Москву, танцевал на улице Арбат, а потом вместе с некоторыми другими арбатскими танцорами был приглашен в рэп-коллектив «Мальчишник», где исполнял непристойные композиции на тему позднего пубертата. Ее имел, как оказалось, не только я, ее имели все мои друзья. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. 11 олдскульщиков назвали в ответах рижского суперробота-малыша. Помимо того, что он сам был ярким танцором, малыш внес большой вклад в организацию прибалтийских фестивалей, в популяризацию брейкданса и хип-хоп-культуры в целом. Кстати, вопреки прозвищу «малыш», Александр на самом деле очень высокий. «12 голосов из 80-х получили Клёпа, московский кентатчик из команды «Магический круг». Вообще стиль кентат был очень популярен в СССР. На советских фестивалях была отдельная номинация для кентатчиков. Название стиля происходит от имени египетского фараона Тутанхамона. Король Тутанхамон, Кинг Тат. Движения кентатчика имитируют неестественное положение рук у людей на египетских фресках. А это Клёпа уже в наше время продолжает жить.
Саша Рубин танцевал в стилях попс, электрик-буги. Многие ответившие отмечают его локинг. Тренировался Рубин в Доме культуры «Правда». Выступал еще в «Молоке» в числе самых первых московских брейкеров. Дельфин тоже получил 12 голосов от танцевальных коллег. Он был довольно известным в своих кругах локером. Конечно, в СССР был своеобразный взгляд на этот стиль. Дельфин также танцевал и электрик-буги, причем волна телом в его исполнении смотрелась очень своеобразно. Он как будто заныривал, за что и был прозван дельфином. В конце 80-х Андрей регулярно танцевал на Арбате. Позже, как и Дэн, попал в группу «Мальчишник», где оглашал сексуальные фантазии юных комсомольцев. Он имел ее сидя, он имел ее лежа. И на голове я имел ее тоже. А потом занялся сольной музыкальной карьерой. 13 представителей советского олдскула назвали в ответах Сашу Нуждина. Александр является одновременно представителем брейкерской и скейтерской мезозойских эр. Он был одним из первых советских граждан, освоивших доску на колесиках. До кучи он начал тренировать еще и волны. Таким образом увлекся брейкдансом. Выступал в «Молоке», ездил на прибалтийские фестивали, занимал там первые места. В наше время его чарующий голос можно услышать на радио «Максимум», где он работает диджеем и ведущим. 14 голосов получил лучший кентальчик всех времен и народов – Кентоша. Кентат в его исполнении был максимально четким, с идеально прямыми углами. Вообще Антон очень творческая личность. В начале 1994 года он объединился с последними оставшимися еще в теме московскими брейкерами Колючим, Крабом и Мишаней. И именно Кентоша придумал название команды B-People. А через 1,5 года Антон перешел в новую команду, который тоже сам придумал название – Da Boogie Crew. Кентоша регулярно танцевал на улице Арбат. Это видео с Арбата 1997 года. Обратите внимание, с подачи Антона тогда танцевали под джангл. Кстати, наверху это я. Позже Кентоша занялся диджейской карьерой под псевдонимом DJ Mixmaker. 16 советских олдскульщиков назвали в ответах Алексея Герулайтиса. Это один из лучших роботов Советского Союза. Несмотря на прибалтийскую фамилию, сам он из Москвы. Поговаривают, что именно Герулайтис в ту доинтернетную эпоху способствовал появлению московских танцоров на первых прибалтийских фестивалях. Сам Алексей был не только танцором, но еще и талантливым организатором. Также он часто был членом жюри или ведущим на брейкданс-фестивалях. А это Герулайтис танцует с латвийской певицей Айей Кукуле в фильме «Он, она и дети» Рижской киностудии, 1986 год. Робот все видит, робот все умеет. А мы тем временем приближаемся к лидерам нашего топа, к тем, кого бывшие советские брейкеры называли в своих ответах чаще всех. Итак, 18 голосов получил Вадим Крыс из Риги. Конец 83-го, начало 84-го года я увлекся диджеингом, то есть играл на бобинных магнитофонах в клубах, соответственно, начал обмениваться информацией, все, что происходит с западной музыкой и с западными течениями. И таким образом, где-то в конце 84-го года, в начале 85-го года мне случайно начала попадать информация новых музыкальных треков, которые я не мог даже объяснить, какая стилистика их. И, соответственно, я начал интересоваться, кто связан с этим и что знает об этом. Таким образом, в подпольные в то время видеосалоны и видеопросмотры я увидел первые клипы, связанные с брейкдэнсом, и, соответственно, и первый документальный фильм «Хип-хоп и его история». И он во мне произвел такое сильное впечатление, что я понял, что это мой смысл жизни. И, как говорится, понеслось. Помимо диджеинга и танцев, Вадим увлекся граффити. В 80-е забомбил своими художествами половину Риги, затегил половину Советского Союза. Конечно, не он один увлекся тогда граффити, но для Крыса это направление в дальнейшем стало основным. И если вы спросите у нынешних граффитчиков, кто был первым художником граффити в СССР, скорее всего, вам ответят: Баскет из Питера и Крыс из Риги.
При этом с танцами Вадим не завязал до сих пор. К тому же он очень активно занимается популяризацией хип-хоп-культуры, бережно хранит много архивных материалов, рассказывает в средствах массовой информации об особенностях истории хип-хопа в СССР. Суперробота Игоря Захарова в ответах назвали тоже 18 советских брейкеров. Игорь увлекся роботизированными движениями в 1985 году. Это ученик Олега Смолина. В 1984-м на дискотеках стали танцевать брейк-данс. И что-то как-то вот этот танец, я слышал, очень увлекал всех. Я лично как видел, что это модное течение, но особо не вставлялся. И один раз я увидел в ДК «Коммуна» действительно человека, который меня действительно поразил. Это был мой первый учитель, Смолин Олег, который действительно не просто делал движения танцевальные, а вот именно создавал образ. И он рассказал историю, что сам он учился у двух югославов и индус Дипинга. Они вот именно привезли к нам брейкданс, который он первый увидел. То есть это был верхний брейкданс. После этого Олег Смолин и Игорь Захаров создали команду «Меркурий», которой не было равных в стиле робот во всем СССР. Они были одними из первых, кто начал танцевать на улице Арбат. Именно Игорь Захаров со своим другом Артуром Игнатовым создали первую московскую рэп-группу DMJ. И до сих пор Захар не заржавел. Вот видео с флешмоба 2016 года «Три волны». Еще раз советую посмотреть, ссылка в описании. 19 голосов. И второе место в этом своеобразном топе получил еще один суперробот – Костя Михайлов. Отец Кости, Александр Михайлов, был очень популярным советским актером. Кстати, в 1984 году Костя сыграл детский вариант персонажа своего отца в фильме «Любовь и голуби». И, конечно, у них дома был дефицитный иностранный видеомагнитофон и кассеты с иностранными видеоклипами. Триллер Майкл Джексон. Вот это с чего я начал все-таки учиться, из чего у меня понеслось, с чего я стал разрабатывать свой стиль. Там в триллере тоже есть 5 секунд. Четверо стоят трубаков у стены, и они каждый из четырех какой-то свой стиль ломали в то время у стены. Это было 5 секунд. Вот эти 5 секунд я затер до отдыха. Я, взял их обоих и совместил. То есть у меня получилось такое переливание с фрезами. Костя упорно тренировался, используя вместо зеркала классический советский полированный шкаф. Вот штаны, которых я заглянул первое место в палате. Конечно же, он был замечен Олегом Смолиным и Захаром. И поскольку третий член команды «Меркурий» Вова Братчиков ушел служить в армию, Костю пригласили на его место. В составе «Меркурия» Костя успешно гастролировал, но недолго, поскольку вскоре ему исполнилось 18 лет. И как законопослушный гражданин Советского Союза, Костя пошел служить в советскую армию. Надо сказать, что в СССР воинская обязанность была для всех здоровых мужчин старше 18 лет. Служба в армии занимала 2 года. После демобилизации Костя попал на спад популярности брейкданса в СССР и не стал возвращать свои чемпионские регалии. В наше время мы можем слышать приятный Костин баритон на радио «Максимум», где он, как и Александр Нуждин, работает диджеем и ведущим. К тому же он частый гость на олдскульных вечеринках. А мы продолжаем и постепенно переходим к первому месту нашего топа. 23 человека, то есть каждый третий ответивший представитель советского брейкданса, назвал Артура Игнатова. Артур был очень ярким и пластичным танцором. Именно поэтому его пригласили все в тот же «Меркурий», чтобы подменить уходящего в армию Костю Михайлова.
В составе «Меркурия» Артур старался расширить творческие рамки. Именно по его инициативе «Меркурий» выступили в начале 90-х на шоу талантов «Утренняя звезда». В свое творчество Артур вкладывал еще и в тексты рэп-группы DMJ, фронтменом которой он был. Позже со своими друзьями Игорем Захаровым, Резиновым и Крабом Артур увлекся экспериментальными перформансами, организовал театр Кваса. К сожалению, в настоящее время его с нами уже нет, но благодаря интернету мы можем пересматривать его видео, слушать его музыку, заряжаться его творческой энергией. На этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, делитесь ссылкой на видео в соцсетях. В ближайшее время выложу продолжение топ советских бибоев, а затем ознакомлю вас с результатами опроса современных танцоров уличных стилей, народными рейтингами русскоязычных бибоев, бигелс, локеров, паперов и хип-хоперов. До встречи! Последнее право – это право решать самому за себя и самому выбирать. Последнее слово, оно за тобой. Ты останешься здесь или идешь со мной? Последнее дело смотреть на других и ждать их ответа, полагаясь на них. Но все равно ты не получишь от них ничего. Своя шкура, она им дороже всего. Измученный мозг окунается в дым, но себя не обманешь, набрав остальным. Ты останешься там, где чужая беда, так и будет чужой, а твоей никогда. Ведь проще простого забить на себе, чтобы опять отказаться от победы в борьбе, отступить и другому оставить снова последнее право и последнее слово. Последнее право, последнее слово. Последнее право, последнее слово. Конечно, можно не верить приговору судьбы, а легче всего это кричать из толпы, что чужое это враг, он получит пи***и, и прятаться за спинами таких же, как и ты. Но плаха страха настигнет везде, ты закрываешь глаза и остаешься в темноте, там, где кончается мрак. Не начинается свет, и страх колотит по вискам все время. Нет, 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 и уже непонятно, кто чужой, кто свой. Или улыбка на лице, или кулак за спиной. Правда не делят на своих и чужих, прав тот, кто в итоге остается в живых. Мужской разговор, и продолжается спор, но победа всегда за тем, кто смотрит в упор и не отводит своих глаз от взгляда чужого. Он прав, и за ним последнее слово. Последнее слово. Последнее слово. Но страх не желает отступать, и опять тебе с подонками встречи не удастся избежать. И теперь твоя судьба у них в руках, они сильнее тебя. Когда ты чувствуешь страх, остается одно — не доверять никому. И как поступать, тебе решать самому. Ты если хочешь, беги, а если хочешь, то стой. Или сил не хватает оставаться собой, или может быть снова подчиниться судьбе. Ну поднимая глаза, ты будь уверен в себе. И если решил, то идти до конца, а у трусов в бою ты не увидишь лица. И ты сможешь сказать, что твоя совесть чиста, что так было, так есть и так будет всегда. И не будет по-другому за тобою снова. Последнее право и последнее слово. Последнее право, последнее слово. Последнее право, последнее слово. Последнее право, последнее слово. Последнее право, последнее слово. У нас офигенная история, у нас есть на кого равняться.